Друзья рыбаки, всем привет! Пока весь мир на карантине и мы также сидим дома, я решил зря время не терять и потихоньку готовлюсь к будущим рыбалкам. Уж очень надеюсь, это будет скоро. А сегодня я решил приготовить домашний аналог легендарной рыболовной добавки Robin Red. Эта добавка завоевала невероятную популярность среди рыбаков по всему миру. Robin Red входит в состав многих бойлов, пеллетсов, прикормок и ликвидов. В основном он, конечно, нацелен на карпа и карася, но и другая мирная рыба не останется к нему равнодушной. Тем более, что эта добавка отлично работает в любое время года. Я вначале не зря сказал, что мы будем готовить именно аналог Robin Red, потому как оригинальный рецепт, естественно, держится в тайне и не разглашается по понятным на то причинам. Но с этим простым рецептом мы сможем максимально приблизиться к оригиналу, поскольку будем использовать основные компоненты этой добавки. И, кстати, такой аналог работает превосходно. Можете приготовить и убедиться сами на своей практике. Поэтому приступаем к приготовлению. Итак, большинство рыболовных аттрактантов, ликвидов, дипов делаются на базе инвертного сиропа. И Robin Red тоже не исключение. Если в двух словах, то инвертный сироп – это сироп на основе сахара, где сахарозу мы расщепляем на глюкозу и фруктозу. Сейчас мы не будем на этом подробно останавливаться, не будем перечислять все положительные свойства инвертного сиропа. Дело в том, что в дальнейшем для приготовления других различных заливочек нам также будет нужен инвертный сироп, и поэтому я сниму отдельное видео по приготовлению этого инвертного сиропа, и в том видео уже расскажу подробно о его самых основных положительных свойствах. Ну а сейчас мы будем готовить наш ликвид Robin Red, и, конечно же, как и любое приготовление, начинается с базы. В данном случае, в качестве базы, как я уже сказал, это инвертный сироп. Для приготовления инвертного сиропа я использую сахар с водой в пропорции 1 к 2. То есть 1 стакан воды и 2 стакана сахара. Открываем нашу кастрюльку. Уже можно включать огонь. И выливаем сюда воду. 1 стакан в данном случае. Так, ну и теперь в эту воду высыпаем 2 стакана сахара. Так, сахар нам больше не понадобится, его можно отставить в сторону. Теперь берем ложку, все это хорошо перемешиваем. И вот так вот помешиваем, ждем, пока сахар полностью не растворится в воде. Как правило, сахар растворяется в воде уже ближе к закипанию. То есть вода вот начинает закипать, и в этот момент сахар уже, в принципе, растворен. В общем, ждем полного растворения. Ну вот, прошло где-то 5-6 минут. У каждого это может быть по-разному. Вода уже начала закипать, и сахар к этому времени полностью растворился. Теперь для того, чтобы расщепить сахарозу на глюкозу и фруктозу, нам необходимо добавить лимонную кислоту. На такое количество сахара и воды я добавляю 1 чайную ложку лимонной кислоты. Чайную ложку с горкой. Вот так. Добавили кислоту и теперь перемешиваем. Ставим самый минимальный огонь, это очень важно. Если у вас плита имеет конфорки разного размера, то есть большие и маленькие, ставьте кастрюлю на самую маленькую конфорку и ставьте самый минимальный огонь. Это очень важно, чтобы не перепалить сахар. Потому как в таком вот виде у нас вода должна кипеть. Ну, это уже, конечно, не вода, это уже, скажем так, сироп, потому что тут уже есть сахар. В общем, этот сироп должен кипеть после добавления лимонной кислоты около 20 минут. Можно даже закрыть крышечку. Только не забывайте периодически подходить и помешивать. Ждем 20 минут.
Хочу вас познакомить с компанией, которая занимается изготовлением кормов и насадок для ловли мирной рыбы. Торговая марка Foodie Fish существует уже 2 года. Прежде чем выйти на рынок, эксперты компании долгое время тестировали каждый сегмент своей продукции как на любительских рыбалках, так и на соревнованиях в Украине и за границей. В первую очередь хотелось бы отметить зерновые миксы, потому как без них не обходится ни одна рыбалка, особенно когда вода прогревается и рыба начинает активно питаться. Foodie Fish предлагает линейку из 4 миксов, которые содержат сбалансированный комплекс термически обработанных агрокультур. Также этот список дополняет пропаренная конопля, фасованная по полкилограмма и по килограмму. Ну и как же без натуральной сладкой кукурузы? Здесь она выпускается как в чистом виде, так и входит в состав различных смесей и производится с дополнительными ароматами, ассортимент которых планируется существенно расширить. Еще Foodie Fish предлагает замечательные быстрорастворимые гранулы диаметром 5 мм с 3 разными вкусами и цветами – кукуруза, клубника и чеснок. Этот продукт отлично пропитывается ликвидами и тем самым долгое время удерживает рыбу на точке лова. Также было приложено много усилий в разработке рецептов для сухих прикормок. Все сыпучки были идеально подобраны для конкретного вида ловли, от поплавка до фидера. Любителей карповой ловли Foodie Fish порадуют большим ассортиментом плавающих насадок в самых топовых вкусах и ароматах. Кукуруза, клубника, слива и криль. Также вся эта линейка ароматов дублируется в виде тонущих насадок. Компания Foodie Fish выступает за бережное отношение к рыбе и стремится постоянно усовершенствовать свою продукцию для рыболовов-любителей и спортсменов. Главный девиз компании – наше качество, ваш результат. Итак, уже прошло почти 20 минут. За это время я перемешивал где-то раза 4. Этого достаточно. Значит так, теперь нам необходимо в наш сироп добавить соду, обычную пищевую соду. Сода нужна для того, чтобы нейтрализовать лимонную кислоту, потому как лимонную кислоту рыба не любит, эта кислота здесь совсем нам не нужна, ее нужно нейтрализовать. Для этого мы берем на такое количество чайную ложку соды, то есть у нас была чайная ложка кислоты и также добавим сейчас чайную ложку соды. Если кислоты больше, соответственно в этих же пропорциях добавляйте соду. Так, у меня тут есть стаканчик с небольшим количеством воды, я заранее подготовил. Для того, чтобы соду сюда сразу не сыпать, ее лучше всего немножко растворить в воде. Хотя бы совсем чуть-чуть. Чайная ложка соды кидаем в воду. Можно, конечно, насыпать соду и без воды, но тогда будет сильно большая пена и может все это пойти наружу, залить нам плиту. Для этого лучше всего соду немножко разбавить с водой, но все равно следует добавлять соду аккуратно. Сразу не нужно выливать весь стаканчик. Видите, происходит реакция по чуть-чуть. Немножко тут еще осталось. Теперь это все перемешиваем еще. И в принципе уже можно плиту выключать. Сейчас эта пена усядется. И наш сиропчик будет прозрачный. Ну, что сказать. В принципе, наш инвертный сироп полностью готовый. Это уже готовая база для большинства заливочек. Но мы с вами, напоминаю, делаем заливочку Robin Red. Поэтому сейчас мы подождем, чтобы наш сироп остыл. Ну, пусть он остынет хотя бы до 60 градусов, чтобы не был таким горячим. И я покажу, что делать дальше. Наш инвертный сироп уже немного остыл. Основная пена ушла, и у нас он получился довольно-таки прозрачный. Вот. И теперь, чтобы с этого сиропа получить аналог Robin Red, нам необходимо добавить 3 простых компонента. На такое количество, а я напоминаю, это было 2 стакана сахара и стакан воды, мы добавим 5 чайных ложек сладкой сухой паприки. Это, кстати, у меня паприка не из пакета, а купленная на развес, потому что в пакетах говорят, что там тертый кирпич красный. Не знаю, насколько это правда, но решил не рисковать. Все-таки я
в дальнейшем буду пользоваться вот этим вот Робин Редом. И решил сразу сделать все по красаве. Значит так, сюда мы добавляем 5 чайных ложек этой паприки. Так, теперь добавим сюда 5 чайных ложек острого красного перца молотого. Есть. И 5 чайных ложек сухого гранулированного чеснока. А в принципе в этом пакете как раз и было 5 чайных ложек. Все, высыпаем. Пакет 15 грамм. Так. И все это хорошенечко перемешиваем. Чтобы сироп со всеми этими специями слился воедино. Пока перемешиваем, я расскажу, сколько же этого Робин Реда добавлять в прикормку, потому как мы его будем добавлять именно в прикормку. Значит, если у вас прикормка, будет обычная там фидерная, вы будете ловить фидером, на 1 килограмм сухой прикормки добавляйте 100 грамм Робин Реда. Если же вы, например, будете ловить на убийцу карася, там где кормушки в виде пружинок, вы можете этого Робин Реда добавить в прикормку побольше и тем самым из своей прикормки получить замечательный пластилин, который будет хорошо держаться в кормушках-пружинках. Вот такие вот пропорции. Конечно, на своих рыбалках, на своем опыте вы может какие-то другие пропорции для себя придумать, там добавлять, например, не 100 грамм, а немножко больше, для обычной, я имею в виду, кормушки. А для кормушек-пружинок там, конечно, уже надо все это понемногу добавлять, пробовать, замешивать, потому что я на пружинке, в принципе, не ловлю, и поэтому даже не знаю, сколько его надо, но точно знаю, если его добавить в нормальном количестве, то получится замечательный пластилин из обычной сухой прикормки. Мало того, что будет пластилин, так еще и с таким интересным ароматом. Ну вот, мы видим, что у нас получилась уже однородная масса. Когда Робин Ред остынет, мы его положим в холодильник, он там будет еще долгое время лежать. И все эти специи максимально раскроются, максимально впитаются в этот сироп. Это будет вообще полностью однородная такая смесь. Запах, конечно, очень вкусный. Так, теперь давайте возьмем, чтобы уже сделать все до конца, давайте возьмем сейчас бутылочку, я вот такую специально подготовил, и перельем сюда наш ликвид. У меня в холодильнике стоят уже другие готовые ликвиды, тоже на основе этого сиропа, но я пока их вам не показывал, потому как пока они у меня в тестовом таком, скажем, режиме, я их буду испытывать, а потом уже вам покажу. Наш ликвид Робин Ред полностью готов. Ждем, пока остынет, поставим в холодильник и с нетерпением будем ждать рыбалок. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.